Меня, к сожалению, или, не знаю, к счастью, меня не убеждают эти рассуждения по поводу рыбоядных и плотоядных. Почему? Я изучал более детальные различия у северных морских котиков. И там тоже не все так просто. Я не зря в своей книге пишу о индивидуальных стратегиях и связанных с генотипом индивидуума у северных морских котиков. И эти стратегии не меняются в зависимости от наличия кормовой базы. Я не думаю, что, опять же, и к генетическим исследованиям я отношусь сейчас с осторожностью, тем более, что у меня на глазах настолько быстро и часто менялись эти методики генетических исследований, что там можно действительно между отдельными особями одного вида получить достоверные различия, как будто два разных вида. Алексей Владимирович правильно сказал о том, что возможно это виды двойники какие-то, но слишком мало материала, чтобы об этом говорить. Вообще доклад, конечно, интересный с научной точки зрения и ставит интересные вопросы. Но я не представляю, как можно вот эти характеристики использовать при разработке и рекомендации продуктов. Я сам не сторонник содержания морских млекопитающих в океанариумах вообще. Но мы выполняем эту работу, поскольку она у нас записана, так сказать, в рамках наших планов, наших функций рыбохозяйственных институтов. И мы даем свои рекомендации. Соответственно, и МПР, или Росприроднадзор в виде экологической экспертизы, они оценивают наши рекомендации, дают свое заключение. Ну, в конце концов, популяции морских млекопитающих сейчас восстанавливаются, и, в общем-то, используются они очень слабо, и, в принципе, экологическая экспертиза особых возражений против этих 10 касаток она ничего не возразила. Поэтому я бы, то есть мы заслушали вот наше решение, какое с нашей точки зрения, да, принять сведения и рекомендовать рыбохозяйственным институтам провести какие-то исследования, учитывая, да. И я не думаю, что у всех могут быть свои мнения по поводу. Мы говорим, учитывать возможности. Возможности. Хорошо. Еще какие же? У нас в России очень мало работ, но на Западе таких работ очень много, просто Оля в докладе, естественно, не может сейчас... Вы знаете, это не аргумент. Я знаю демагогов, и мы по Каспийскому тюленю будем. Только что демагогами обоснованы. На Западе тоже изображают. Громко говорить. Насчет естественной смертности, то есть естественно